Здравствуйте, мои дорогие и терпеливые рукодельницы! И, конечно, привет всем, кто только открывает для себя волшебный мир вязания крючком. Меня зовут Татьяна, и я очень рада, что мы наконец-то встретились. Вы просили, и я сделала. Именно за этого сиамского котика вы так активно голосовали. И сегодня мы начнем работу над ним. Да, его выход пришлось немного задержать из-за нашего большого и детализированного проекта «Всадника с тыквенной головой», но ожидание, надеюсь, того стоило. Этот подробный видеокурс по вязанию крохотного сиамского котика-брелка идеально подойдет для новичков, ведь мы будем использовать простой и надежный метод галочки, или его еще называют крючок под нитью. Внимание! В этой первой части мы еще не вяжем. Сегодня мы будем вдохновляться. Я сделаю полный обзор нашей будущей игрушки, покажу, как мило смотрится котик в другом цвете и дам исчерпывающий список материалов. Вы увидите, что для создания такого шедевра достаточно будет даже остатков пряжи. Как всегда, для вашего удобства все схемы будут продублированы на экране. И, конечно, мои видео оснащены многоязычными субтитрами. Если вы хотите вязать, но видите, что языка вашей страны нет, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Готовы вдохновиться и подготовиться? Тогда давайте приступим к обзору. Для вязания этого котика я использовала пряжу Yarn Art Etamin. Это пряжа производителя Турция, 100% акрил, в 30 граммах 180 метров, а по цветам сейчас сориентирую. Основные цвета это молочный, номер 423, и темно-коричневый, это номер 440. Вот этих цветов, их нужно совсем по чуть-чуть. Вот этот голубой, номер 462, необходим для вышивки под глазками. Красный для вязания ошейника это номер 434, желтый для вязания медальона, цвет 439 и вот такой светло-коричневый для вышивки бровок. Это номер 447А. Для наполнения игрушки я использую холофайбер. Вязала котика крючком номер 1. И также потребуются иголочки для разметки и сшивания и ножницы. Еще потребуются глазки. Я использую обычные черные на безопасном креплении 5 мм. Для усов можно использовать леску, а можно нейлоновую нить. Я использую в этом варианте нейлоновую нить. И если вы хотите сделать котика в виде брелка, то вам понадобится вот такое колечко. Они бывают в разных конфигурациях, в разных цветах. Или вот такие с карабином можно использовать, или просто колечко. Это все материалы и инструменты, которые нам понадобятся для создания сиамского котика. А сейчас хочу показать вам вот такого котика в другом цвете. Он связан по точно такой схеме, только поменяла цвета. Вот так выглядит. Сейчас расскажу по размерам. Длина котика без учета хвоста 8 сантиметров. Ну а если взять пряжу потолще, то и игрушка у вас получится больше размером. Если успею, я покажу вам такой вариант. И теперь подробнее об игрушке. Вяжется в технике амигуруми по кругу, методом, как я уже говорила, галочки или крючок под нитью. Лапки задние и передние пришиваются, хвост пришивается, голова вяжется тоже отдельно и пришивается, и ушки. Мордочка вяжется поворотными рядами
и тоже сверху ее пришьем. Вышивки здесь совсем мало, буквально по стежку, под глазками, бровки. Вот еще носик нужно будет вышить. И здесь галочкой ротик. Также отдельно сделаем усы. Я все подробно покажу, расскажу, чтобы вам все было понятно и вы смогли связать своих котиков. Ну что же, на данный момент видео я завершу. В следующей части мы уже с вами начнем вязать. Я искренне надеюсь, что этот подробный видеокурс вам понравится, и вы убедитесь, что даже такие детализированные игрушки можно вязать легко и с радостью. Если вам было полезно и интересно, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Здесь вы найдете огромную коллекцию видеокурсов на любой вкус и уровень. Хотите смотреть все новые видео раньше всех и получить доступ к эксклюзивным бонусам, вы всегда можете поддержать канал и стать нашим спонсором. Спасибо, что вы были вместе со мной. Вяжите с удовольствием, творите красоту и до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока!